Запомнили, что на 3,88% за год подешевела недвижимость города Запорожья. Давайте теперь к прогнозам. Очень быстро постараемся проговорить. Ну, с учетом всех уже перечисленных мною факторов, которые влияют на состояние рынка недвижимости, а на состояние рынка недвижимости влияют внешние факторы, в данном случае война, внутренние факторы, это развитие экономики в целом региона, называется это называется внутренний валовый региональный продукт, который выражен в макропоказателях, которые характеризуют развитие этой самой экономики. Так вот, друзья, все плохо. Как внешние факторы показывают, что фронт неумолимо приближается к Запорожью, так и внутренние факторы показывают, что люди, скорее всего, бегут с Запорожья. И это адекватное поведение. Соответственно, на недвижимости, ну, о чем тут говорить, сами понимаете. Поэтому я думаю, что недвижимость будет снижаться и до конца года. Мы увидим порядка 20%, сравнивая декабрь 2020, естественно, 2006 года с декабрем 2025 года, увидим порядка 20% снижения в годовом измерении. Не 20, я прошу прощения, тут у нас 3%, 5%, наверное, в год мы будем иметь, и мы сейчас говорим о том, что произойдет до конца года. То есть где-то порядка 5% мы увидим снижение в годовом измерении. Вот так, друзья, вроде бы постарался достаточно подробно рассказать вам о том, что было. Это ретроспектива. Зафиксировали погоду рынка недвижимости на сегодняшний день, то есть проговорили с цифрами, что произошло. И я попытался предположить, это прогнозы, что произойдет до конца 2026 года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео, пишите, вопросы задавайте, обязательно отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще в конце видео напомню вам, друзья, что я выполняю достаточно много работ по ретроспективному исследованию рынка недвижимости по всем его сегментам. Это востребованная работа, как судебные эксперты используют мои работы для, так сказать, для своей работы, да, как юристы, адвокаты также берут в работу мои исследования, так и оценщики. Поэтому это достаточно интересное направление работы. Я уникальный создаю отчет, то есть это не как отчеты оценщиков, которые там в соответствии с национальными стандартами там и ну всякое бла-бла-бла. Мне оценщики смотрят, тоже знаю, да. Из этого бла-бла-бла там всего лишь табличка экселевская, которая там может говорить о чем-то. И то с большой натяжкой. Почему? Потому что метод статистического анализа предполагает, который я использую, работу с огромными большими цифрами. И на примере генеральной выборки, о которой я вам показывал, там порядка, сколько у нас, 9 тысяч объектов участвовало в генеральной выборке, то оценщик применяет всего лишь 5 объектов. Это ни о чем. Поэтому мои исследования, они структурированы. Я методологию описываю подробно, которую применяю в своих научных исследованиях. И, естественно, это является серьезным подспорьем для специалистов, которые хотят, в общем-то, понимать, знать, ну, конечно, для своих клиентов это все они делают, что происходило с недвижимостью в ретроспективе. С 2000 года оцифрованы все данные у меня по всей Украине, по всем сегментам рынка недвижимости. Оцифрованные данные – это объявления, которые были собраны с помощью, еще раз повторюсь, программы Olymp News. Все, друзья, наконец-то высказался, да, по поводу своих компетенций очередной раз. Пришло время прощаться. До встречи в следующих моих видеороликах. Не забудьте лайки, дизлайки ставить.